Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Приветствую нашу аудиторию, которой я с удовольствием напоминаю, что по профессии я историк, политолог и конфликтолог, по убеждениям я миротворец и христианский пацифист, а кроме того я веду свой телеграм-канал «Станкевич объясняет», где мы продолжаем дискуссии, которые вот начинаем в такой компании, которую представляем мы с Александром. Да, давайте начнем, тем более, что у нас такой предновогодний эфир, и есть хороший повод проанализировать, а что же с нами за год-то случилось и изменилось вокруг. Значит, но оттолкнемся от встречи, которую пережевывают и переваривают в Мар-а-Лаго, как тот обед, который был великолепный, фантастический. Толку только никакого не видно. Или вы так не считаете? Вот вы знаете, первое впечатление, когда за всем этим я наблюдал, уже ночь-полночь была в моем Подмосковье, и у меня было жесткое такое разочарование одно время. Господи, думаю, зачем они там собрались? А вот чуть позже, когда удалось проанализировать детали состоявшихся событий, нет, я пересмотрел свою точку зрения, все-таки это было значимое дипломатическое событие. Вот такой своеобразный дипломатический марафон, или точнее даже миротворческий марафон организовал лучший миротворец всех времен и народов Дональд Трамп. Он, во-первых, несколько раундов у него было всяческих там переговоров, во-вторых, вот он пригласил, наконец, украинскую делегацию к себе, причем не в Белый дом, над которым уже давлеет такое некое зловещее облако для любой украинской делегации, а в Мар-а-Лаго, где лишних глаз и ушей не будет. И там он с украинской делегацией поработал, а перед этим он беседует внезапно с Путиным довольно долго и устраивает видеоконференцию с лидерами Европейской партии войны, так я это называю, хотя там не только они были, там еще были и более-менее нейтральные страны, но, в общем, с европейским концертом лидеров устраивает видеоконференцию. Дальше он работает с украинской делегацией, которая угощает в том числе именным тортом, а потом опять беседа с Путиным и беседа с европейским концертом лидеров. Но это серьезная работа для немолодого человека, понимаете? Он выложился, можно сказать, почти полностью. Еще и на пресс-конференцию они совершенно бессодержательную вышли, где больше маскировали то, о чем речь-то была. И вот если это все на авансцене понять, да, то дальше надо попытаться за занавес и за сцену заглянуть, за кулисы, и понять все-таки, что же там произошло. Произошло, на мой взгляд, следующее. Вот главная идея, с которой выступила Европейская партия войны и ее полномочный представитель, руководящий ныне Украиной Владимир Зеленский, вот эта главная идея, она провалилась. Идея концентрировалась в этом знаменитом якобы мирном плане из 20 пунктов. На самом деле это план продолжения войны. Гарантированного, долгого продолжения войны. Вот коллективными усилиями Владимир Зеленский, корпорация войны, которую он возглавляет, и которая под его руководством держит в заложниках истрадавшийся украинский народ, вот она во взаимодействии с европейскими, организовавшими свою Европейскую партию войны, они создали этот документ. Из 20 пунктов, я их проанализировал все, значит, 16 нужно просто напрочь вычеркнуть, они даже близко не приближаются к тому, что может быть приемлемо для России. 16. Ну, может быть, даже если либерально подойти, то 14. Да? А вот 6 оставшихся надо переформулировать. Зачем делать эту бессмысленную работу, если уже был вот этот самый изначальный, оригинальный, канонический план Трампа из 28 пунктов, которые Россия и Штаты уже приняли за основу, с которой они начали работать, по поводу которой вот этой самой совместной основы весь декабрь специалисты с обеих сторон чуть ли не ежедневно связывались,
И вдруг это все отставить в сторону ради этого плана продолжения войны ни в коем случае. Идея была достаточно очевидна. Она читалась даже без микроскопа. Да, вот приехать с этим планом войны, заведомо неприемлемым для России, попытаться Трампа как-то перетянуть на эту платформу, затем задвинуть этот план в Москву. Москва предсказуемо и неизбежно откажется, сказать, смотрите, да, Путин не желает мира, Путин выбирает войну, мы тут работали, мы с вами, Дональд, под вашим руководством лучший план мира в истории человечества наваяли. А что они сделали? Они не просто отклонили этот план, они вас лично оскорбили, Дональд Фредович. И вот теперь вы должны возглавить крестовый поход против этих отступников и военных маньяков. Вот примерно такой был план, и он, по счастью, провалился. Погодите, насколько вы уверены, что он провалился? Сегодня Зеленский Абсолютно, делает абсолютно. заявление о том, что он постоянно повторяет 20 пунктов, 20 пунктов, это должно вбиться под корку, вот туда засесть и там крутиться. 20 пунктов. Причем Да. содержание это ведь тоже технология. Когда ты кричишь... Нейролингвистическое программирование в довольно примитивной версии. Когда ты кричишь 20 пунктов, все как-то, 20 пунктов Зеленского, а содержание уже речи не идет. Кто их там дочитал, кто помнит, что было условно неделю назад, когда он это все опубличил вместе с французами. За этими 20 пунктами вся Европа, весь коллективный разум Европы, да, этого очага. И понимаете, он хочет, христианской цивилизации. он сегодня поднимает вопрос, что эти 20 пунктов должны быть на референдуме. Это, мол, мощнее, чем все исторические подписи. То есть я так понимаю, что план с повестки дня не снят. Зеленским не снят, это точно. И вот первое, что я сказал, для Трампу не удалось этот план навязать. Вот когда вышел он на пресс-конференцию, рядом стоит Зеленский, упоминает эти 20 пунктов, Трамп их не упоминает. Упорно. Он говорит, Зеленский говорит, почти все, по этим 20 пунктам почти 100% практически согласовано. Трамп говорит, да, серьезно продвинулись, но есть еще важные нерешенные вопросы. И никаких 20 пунктов. То есть его сломать, заболтать и запутать не удалось. И это хорошо. Видимо, у него там все-таки есть команда серьезная, которая это все отслеживает. Теперь второе важное событие, которая связана вот с этой сессией в Мар-а-Лаго, состоит в следующем. Зеленский наглядно и убедительно показал, что он никакой не партнер для переговоров и никакой не участник дипломатического урегулирования. В этом качестве, в этой роли он неприемлем и абсолютно безнадежен. Он ни на что не договорится. Он будет выступать с позиции саботажа и торпедирования этого процесса. Это стало абсолютно понятно. Он не использовал этот шанс, созданный для него Трампом, и продолжает ту же самую деятельность. Вот уперся и все. Да? Причем, что здесь для России ведь важно? Ведь за всеми этими пунктами, которые двигают тут туда-сюда и пытаются ими жонглировать, стоят некоторые принципиальные вещи, которые надо признать. Украина проиграла войну. И сейчас можно оформить ее результат, это я ответственно как историк, политолог и конфликтолог заявляю, только одним способом. Это УНП, управляемое неполное поражение. Так большинство войн в истории заканчивалось. Значит, редко бывал полный разгром, и если вы полностью проиграли, то вы уже не участвуете в переговорах, вам диктуют условия финального мира, да? Иногда так случается. Но большинство войн завершаются именно так. УНП, управляемое неполное поражение, когда вы участвуете в переговорах по поводу того, как мир оформить. Вот у России были управляемые неполные поражения. Она проиграла таким образом Крымскую войну в XIX веке. Вела переговоры и заключила соглашение об условиях Крымского мира. Да? Неприятное, тяжелое поражение, лишилась флота на Черном море и так далее. Еще там некоторые вещи потеряла. Но это было управляемое неполное поражение. Еще одно управляемое неполное поражение – русско-японская война 1905 года.
То же самое, гигант, занимавший территориально практически всю Евразию, да, проиграл вот такой небольшой стране. Не проиграл, реально проиграл. Управляемое неполное поражение, Портсмутский мир, кстати, подписанный на территории Соединенных Штатов, и Россия выходит, движется дальше. Значит, нет в этом ничего нового, исторически нового. Нет модельно ничего нового. Все понятно элементарному специалисту всякому. Выходи и фиксируй эту ситуацию. Обсуждай условия, тебя принимают. Но вот упорный отказ. Что здесь важно было бы сделать со стороны Украины? Вот почему так настаивает Москва на том, чтобы отошли украинские войска с остатка территории Донбасса, отошли даже не под военным давлением, даже не в результате прямых военных действий по вытеснению. Просто договорились и в качестве первого шага уже по практическому урегулированию взяли и отошли. Это свидетельствует о принятии модели. Да, мы принимаем модель. Вот в качестве первого шага мы подтверждаем. Не то, что вот сегодня приняли, а завтра, проснулись и передумали. Нет. Вот таким практическим образом мы показываем, что модель принята, и мы приступили без дураков, без метаний к ее воплощению. Поэтому нужно было, да, в качестве первого шага вот этот вот отвод войск осуществить односторонне. Предварительно, конечно, включив этот отвод в пакет дипломатического урегулирования. Дальше. Что мешает, скажите мне, отказаться от того, от чего все равно уже история тебя вынудила отказаться? Я имею в виду от членства там в блоке НАТО и, кстати, в любом другом возможном военном блоке. Вот что мешает от этого отказаться? Чего Зеленский в этих 20 пунктах настаивает, что вопрос должен быть открыт? То есть, когда-нибудь, вот если даст Бог Зеленскому, как он надеется, да, Трамп вдруг отойдет в мир иной, тогда, дескать, переиграем и все-таки вступим. Зачем? У вас есть, Александр, какой-нибудь депутат Верховной Рады знакомый? Ну, много знакомых депутатов. Много знакомых, да? Слушайте, предложите им сделать следующее. Пусть внесут в Верховную Раду вот предложение. Я тут начал даже набрасывать идею. Декларация о безъядерном, внеблоковом статусе и постоянном нейтралитете Украины. Зачем? Вот в Верховную Раду. Декларация о безъядерном, безъядерный статус... безъядерном и постоянном нейтралитете Украины. Ну так это же Конституция Украины. Нет, секундочку. Конституция Украины – это Конституция Украины. Украине придется, к сожалению, для тех, кто писал этот текст Конституции, принять новый текст. Это уже практически неизбежно. Это не будет работать, кроить ее, значит, так или иначе переделывать, латать, превращать в лоскутное одеяло бесполезно. Поверьте, по российскому опыту мы так пытались работать с Конституцией, доставшейся в наследство от РСФСР, от Советского Союза. Надо принять все равно новый текст с новым государственным проектом. Поэтому да, вот эта декларация, которую принимает этот парламент для этой эпохи, фиксируется безъядерный статус, внеблоковый статус, независимо уже от НАТО. Не надо НАТО упоминать. Любой военный блок отрицается, да, и, соответственно, постоянный нейтралитет. Даже само внесение такого рода декларации, даже ее обсуждение и продвижение – это уже хороший знак, поскольку он сбивает вот эту дурную инерцию военных действий, этот запал. Ну, вы по поводу, смотрите, вы по поводу парламента, там же тоже был очень интересный эпизод. Такие яркие моменты с этой встречи стоит, я считаю, обсудить. Их будут обсуждать еще долго. Там, ну, давайте на двух остановимся, потому что там на самом деле комплексно очень серьезные такие заявления. И Трамп, конечно, выглядел, ну так, где-то даже бесшабашно, понимаете. И как с креста Мне понравился снятый... его настрой его понравился. И как с креста снятый, абсолютно растерянный, с какими-то невнятными гримасами выглядел Зеленский. Это вот само, скажем так, сам момент, да, например, вот он больше не захочет приезжать в Белый дом, ему так понравилась Мар-а-Лаго, ну и так далее. Два момента. Момент первый. Это то, что Путин хочет, чтобы Украина была успешной. Это, понимаете, это вот на таком уровне... Новая Украина. Точно хочет. На такой Не встрече, на таком
уровне, по такой теме они собрались, да, и тут такое заявление. Сам его факт уже, ну, скажем так, ошеломляет. Ну, там Зеленский не нашел ничего мудрого, никак не ответил, усмехнулся, да и все, удивился. И второй момент. Трамп говорит, ну, если я, конечно, ну, если надо, я почему? Приеду в парламент, поговорю с депутатами, выступлю перед ними, и они проголосуют. Вопрос, что? Я уже упоминал, что Зеленский хочет переложить ответственность за непопулярное решение или как-то зашить вот эти тяжелую ношу управляемого неполного поражения туда, в мнение украинского народа. Прикрыться этой бумажкой, если кто-то ему скажет, ты капитулировал, ты сдал Донбасс, ты виноват во всех этих бедах, он скажет, так при чем здесь я? Я бы воевал до последнего, но народ, вот видите, какой как бы референдум провели мы и какой результат получили. Но я так понял, что тоже появились, как это Путин говорил перед военными за день до, умные люди на Западе. И они говорят, что это вполне может все Верховная Рада конституционным большинством, ну, не имеется в виду отторжение территорий, а вот такие, скажем так, моменты с особым статусом и так далее провести. Совершенно верно. Абсолютно. Так к чему готовиться? Да вот к этому-то и готовиться надо. Кстати, вы не помните, откуда это, что вот Трамп может приехать и выступить? Несколько наших встреч назад мы с вами обсудили эту идею. И там, кстати, прозвучало, что да, вот в решающий момент может приехать Дональд Трамп, выступить в Верховной Раде и попросить проголосовать за документ, который развернет нынешнюю историю Украины, позволит ей выйти из войны и перейти в состояние мира. И надо будет объявить поименное голосование за этот документ. И все проголосуют. Я думаю, что, может быть, там 1-2 только будет против. Да, вот видите, нас с вами слушают и читают. Ну, это шутка. На самом деле идея-то достаточно очевидная. Что нужно сейчас? Вот сейчас все уперлось в выборы, референдумы. Нужно ли для этого объявлять перемирие, чтобы могли голосовать так или иначе, кто участвует, кто не участвует. На самом деле, знаете, что нужно? Нужен правильный парламент, который вот действительно в этом русле сейчас пройдет, который осознает свою особую ответственность. Кто бы там сейчас не сидел на этих местах, но, вы знаете, в такие моменты исторических переходов и великих исторических потрясений иногда люди, даже, в общем, ну, не очень масштабные, они подтягивают себя внезапно на каком-то порыве до той роли, которая им вдруг выпала. Вот, понимаете? Поэтому осознают Слушайте, депутаты, проголосуют. Послушайте, вы романтик. А вот что именно, давайте рассмотрим. Романтик, так публицистически. Слушайте, я вижу в этом. И становится немножко понятнее, почему такая бессодержательная была пресс-конференция. Вижу в этом уже конкретные наметки конкретных действий. Ну вот смотрите, это все последние там недели, да? Ермака, который держал парламент, воевал с Арахамией, как бы побеждал Арахамию аппаратно, его нет. Ну, то есть нет. Уже никто не скажет, условно, не покажет пальцем на Карабаса-Барабаса Ермака, что он там чем-то рулит. Даже если рулит, уже ты не покажешь. То есть его выбивают. Друзья президента, близкие друзья по кварталу, сейчас как бы брызгают желчью на журналистов, говорят, нас подставили там в Израиле солнечном, на берегу моря, понимаете? То есть это тоже серьезный аппаратный удар. А вот по поводу парламента тут вообще интересно. Пришли же ровно, когда Зеленский летел в транспортный комитет, и обыскали 3 депутатов. 4-й, близкий друг по кварталу президента Юзик, он же Юрий Корявченков, по данным СМИ, смылся быстро со страны. Ему быстро сообщили, что нет, ему подозрения нет, но все-таки потом сообщили, что он проходит в деле и проходит, собственно, по материалам НАБУ. А в чем суть дела? Да? В том, что депутат получал конверт. Ну, мол, незаконно голосовали.
И претензии к этим троим, они же не означают, что там сейчас там парламент, кризис. Они означают то, что монокоалиции, и так несуществующей, подкрепленной и подпитанной с остатков ОПЗЖ, которая находится в заложниках своего прошлого и под гнетом уголовных дел, СБУ, они вот это вот обеспечивали, но это все рушится, как карточный домик. Потому что слуг не хватает, и теперь уже каждый подумает 5 раз, прежде чем голосовать, не голосовать, быть и не быть с вот этими людьми, за которым пришли НАБУ, дефис ФБР. Это очень серьезный аппаратный удар по Зеленскому, и это сейчас на самом деле, вот это, с точки зрения политологии, момент истины. Зеленский кричит: давайте референдум проведем. Как его проводить, кто считать, сколько, непонятно. А Трамп говорит: так я приеду, выступлю перед парламентом, и все проголосуют. Вот очень-очень интересный момент. Интересно, я согласен. Вот вам не очень понравилась моя романтическая мотивация, предложенная, да? Я бы все-таки ее не исключал. Возможно, она будет справедлива только для каких-то единиц, для отдельных депутатских голов и сердец. Но вот другая мотивация, мотивация самоспасения, мотивация, связанная с желанием получить индульгенцию, какую-то амнистию на будущее, получить какой-то шанс на жизнь после политической смерти, на какое-то дальнейшее существование без того, чтобы тебя преследовало ФБР и догоняло. Да? Вот эта мотивация, может быть, сработает на всех остальных, кто не будет романтиком. Да? Вот она сработает. Поэтому, да, выступление Трампа установочное, после чего поименное голосование. А вот что вынести на голосование, если позволите, я бы сказал 2 слова на эту тему. Да, необходим акт о... Тут по названию можно спорить, но я бы предложил акт о преодолении кризиса государственности и восстановлении государства Украина. И там нужен стабилизационный период. Обязательно. То есть не надо сразу выскакивать на референдумы и выборы. Пусть отработает до конца этот парламент. Да, пусть он заслужит себе хотя бы амнистию, этот состав парламента. Да, и пусть он примет этот акт. Этот акт будет учредительного уровня. Акты учредительного уровня, они предшествуют Конституции. Они выше даже, чем конституционные акты. Так бывает в истории. И что там нужно? Месяцев на 6-8 нужен стабилизационный период какой? Что в этот момент должно происходить? Да? Нужно убедиться, что все воинские части выполнили приказ о прекращении боевых действий и об отводе в места постоянной дислокации и о сдаче оружия. Нужно убедиться, нужно составить новый реестр избирателей, потому что голосовать должны о будущем государства Украина, те, кто находятся на территории нынешней подконтрольной Киеву. Хочешь голосовать — вернись и зарегистрируйся. Нужно поменять всю иерархию избирательных комиссий, начиная с центральной. Да? Нужно убрать СМИ, которые работали на пропаганду войны. Там 5 или 10 лет работали на пропаганду войны, должны сформироваться нормальные органы массовой информации, нормальные средства массовой информации. Амнистию нужно провести, вернуть политических беженцев и из-за границы, и из тюрем, и дать им возможность вернуться в политическую жизнь. Вот все это. Да, ну и, конечно, снять пресс карательных органов с политической сферы, с политического класса Украины. Выборочно пусть поработает и НАБУ за этот период, чтобы эта мотивация сохранялась. Вот этот стаб-период стабилизационный, пусть он продлится месяцев 6, максимум 8. После этого, да, выходить на выборы с одновременным референдумом, выборы президента с одновременным референдумом по основным положениям мирного договора. Да, это надо сделать. А потом запускать процесс переучреждения государства, то есть создания новой конституции на основе нового общественного договора, нового целеполагания. И вот примерно такой путь, и это абсолютная реальность. Я не вижу здесь ничего, вот исходя из моего знания истории, по книгам и из того опыта сложного, который я прошел в течение почти 50 лет в бурных политических водах советской и постсоветской политики, ничего невыполнимого во всем сказанном мною нет, поверьте мне.
Но погодите, вы говорите о том, что голосовать должны люди, находящиеся на подконтрольной части Киеву, то есть на Украине. Погодите, но Зеленскому задавали этот вопрос, и он ушел от ответа насчет голосования в Российской Федерации. Хотя до этого по дороге туда, к Трампу, в Пальм-Бич, Мар-а-Лаго, он говорит о том, что Россия уже, по его информации, уже как бы готовится к тому, чтобы выборы или какое-то голосование проводить среди украинцев на своей территории. Ну, если будут голосовать канадцы, канадские украинцы, немецкие украинцы и польские украинцы, то почему бы не проголосовать русским украинцам, да, которые на территории России? Это вопрос такого баланса. То есть нельзя сделать так, что эти голосуют, а этим запрещено. Не должно быть дискриминации. Если вы вводите фактор диаспоры, если вы считаете, что да, диаспора может голосовать, более того, ведь из диаспоры могут проголосовать даже больше, чем будет голосов подано на территории самой Украины. Пожалуйста, но это будет неправильно. Вот опять-таки есть железный закон конфликтологии. Первые выборы на выходе из войны всегда договорные. Безумно, бессмысленно и безграмотно пытаться провести первые выборы на выходе из войны по общему закону, который должен всегда действовать во все годы. Нет, это специальный закон для этих конкретно выборов, одноразового действия, да? Вот когда этот закон будет выработан, и, на мой взгляд, самое разумное, чтобы люди, которые остаются сегодня на территории Украины, подконтрольной Киеву, и, видимо, эта территория и войдет в состав, полностью в состав новой Украины, чтобы они решали свою судьбу, чтобы эта знаменитая манипуляция голосами диаспоры, ярко показанная в Молдавии, да, модель Санду, это уже вошло в учебники мировые по политологии, модель Санду, когда ты проигрываешь выборы в своей стране, у населения, которое испытывает на себе каждый день прелести твоего правления, ты у него проигрываешь, а за счет диаспоры, живущей за океаном где-то, ты можешь выиграть. Вот эту модель не надо тащить сейчас, мне кажется, в Украину и порождать тем самым новые конфликтные противоречия. Что Европа, Сергей Борисович? Переговоры о мире еще далеки от завершения, заявляет премьер-министр Польши Туск. Пишет у себя, что после ночных переговоров с европейскими лидерами можно уверенно сказать, Запад и Украину проиграют это противостояние, если России удастся разделить нас и диктовать условия мира. Декларация об участии США в гарантиях безопасности является успехом, но переговоры еще далеки до завершения. Это возможные заявления, в основном они адресованы внутренней аудитории в Польше. Они как бы показывают, что у главы польского правительства есть некая позиция, которая большинство польского населения устраивает. Но никакого отношения к внутренним политическим процессам в Украине сейчас это не будет иметь, конечно. Конечно. Это наблюдение, это заметки постороннего, это наблюдение со стороны. Вот здесь еще, знаете, что я хотел бы отметить? Это будет завершением великого философско-геополитического спора, который возник в связи со следующим. В ходе этого военного конфликта, который, по моему убеждению, подходит к концу, окончательно закрепляется за Россией возврат ее в статус великой державы. Россия исторически была великой державой, затем вот на постсоветский период в связи с проседанием довольно серьезным, да, она не была в этом статусе. И многие посчитали, что она уже навсегда лишилась статуса великой державы, отступив там на 1500 километров к востоку, как отметил Владимир Путин, да, и что уже, так сказать, все, можно только диктовать условия, можно ставить на какую-то полку, можно диктовать правила, можно определять все, что угодно в отношении России извне, и она все примет, и даже передвигать вот чуть ли не на Красную площадь любые военные блоки. Это было ошибочное суждение, и, как мы знаем, практически с начала нулевых годов об этом шла речь в дискуссиях между
президентом России и президентами Соединенных Штатов. Но, к сожалению, услышаны аргументы Москвы тогда не были. Так вот, сейчас стало очевидно по итогам этого конфликта, что Россия, да, снова великая держава. Более того, великое достижение российского государства состоит в том, что возобновлен стратегический диалог великих держав между Россией и Соединенными Штатами Америки, между Россией и Китаем, между Россией и Индией. И вот возникает тот феномен, который в истории назывался концерт великих держав. Да, когда десяток вот этих стран, где есть исторические нации, укорененная государственность, где накоплен огромный культурный багаж совокупный. Вот эти государства, да, в силу своей некой особой роли, нет равенства в истории. В силу своей особой роли, да, они определяют миропорядок на эпоху, на 50-60 лет. Вы Вот знаете, эта работа сейчас возобновляется. вам в комментариях напишут, что ж это за великая держава, которая там не смогла полностью Донецкую область взять, ни одного областного центра крупного города, там миллионника не взяла, я имею в виду военным путем. То есть найдутся критики у такого позиционирования, вот такого итога войны. Я согласен, что нет таких полных, ну, в полной мере, ну, скажем так, кого судить победителем, кого проигравшим, понимаете? И тут же тоже трактовки польются рекой. Значит, первым, вот подобного рода сетевым критикам, а вы, видимо, цитируете сетевых критиков, ну, иногда неких самозванных политологов, их сейчас как собак нерезанных, да, вот им я всегда... Самый простой ответ у меня следующий. И ты так думаешь, да, что Россия не смогла, слаба, не может, и тогда иди воюй. Бери автомат, адрес ТЦК известен тебе, иди воюй, дорогой мой, иди воюй. На самом деле, чтобы взять крупный город, его надо сначала сравнять с землей, к сожалению. Иначе будет долгое кровопролитное сопротивление в десятках тысяч домов. Да? То есть выбор такой, что или равнять с землей перед этим, а потом заходить в руины дымящиеся, да? Или все-таки этого не делать. Это другая война, о чем, кстати, было сказано президентом Путиным там в какой-то его полемике. Это другая война. Вот. Это если будет с кем-то другим, не с Украиной военный конфликт, там, может быть, дойдет до иных методов ведения военных действий, а вот здесь они могут быть, да, вот только такими, потому что это особенная война. Это, можно сказать, отчасти внутрисемейная война. Так она, во всяком случае, очень многими воспринимается. Как трагедия двух народов, как внутрисемейный конфликт, навязанный извне. И поэтому методы избирательные должны быть, хирургические. Вот такие, как сейчас. Лучше бы, конечно, всего этого не было. Нет, это понятно, но давайте попробуем понять ответ на простой вопрос. Так Зеленский устраивает Трампа или не устраивает? Потому что сейчас мнения, например, у меня на канале разделились. Одни утверждают, что, в общем-то, весь характер даже этой встречи, публичной части, которую мы видели, не публичная, непонятно, но тем не менее, указывает на то, что Зеленский будет как бы низложен Трампом, и Трамп будет предпринимать какие-то действия в этом направлении. Другие, наоборот, все хорошо, задача только, чтобы Зеленский дошел до какого-то точки перемирия и всего остального. Ну, например, указывает на тот факт, что Украина же денег просит опять. Ну, это уже не новость, всегда денег Украина просит Зеленского. Но имеется в виду на выборы. Типа, у нас нет денег, мы провели выборы. Ну, Трампу дать деньги не на войну, а на выборы, ну, там, поверьте, ну, сам Бог велел. Вообще не проблема. Но только вообще на пресс-конференции не заикнулись об этих выборах, только референдум пытался пропихнуть Зеленский, понятно почему, в своих политических, геополитических интересах. Но давайте так, неясность, неразбериха. Нужен Зеленский Трампу или нет, как вы думаете? Сейчас вопрос в том, кто проделает, ну, назовем это в кавычках, некоторую черную работу, тяжелую, отчасти гнетущую, психологически гнетущую работу. То есть, кто скажет правду, да,
Украина потерпела поражение, не полное, но поражение. Да, Украина должна принять тяжелые условия, при этом сохранив, так сказать, и реконструировав свою государственность. Мы и запьем эту чашу до конца, эту горькую чашу, потому что втянулись в эту войну. Мы понимаем, что надо было этого избежать, но мы не смогли. Поэтому сейчас, да, примем те условия, о которых можем договориться с помощью вот наших там американских партнеров. Поэтому мы, да, доверяем Дональду Трампу как великому миротворцу. Пусть он с Россией согласует какие-то достаточно приемлемые условия, а мы их поддержим. Мы не будем препятствием. Вот это важно. Не быть препятствием. Вот если Зеленский способен что-то подобное произнести, в чем я критически сомневаюсь, то да, он может эту часть выполнить. Вот в тех неформальных и неофициальных контактах, которые тоже прошли уже в Мар-а-Лаго, на следующее утро после этого общего заседания, которое мы с вами видели, они же там продолжали общаться. И я почти уверен, что со стороны Трампа примерно такие слова и прозвучали, что Владимир, ты или делаешь эту работу, такую неблагодарную и черную, и уходишь после этого, да, или, значит, можешь уйти сейчас договорно, уступив эту роль другому. С моей точки зрения, лучше уйти сейчас. И даже так, как умеет это делать Зеленский с предельной театрализацией, вот прямо под Новый год, лучше уйти сейчас. Именно так обосновав. Я не могу признавать поражение, которое, к сожалению, очевидно. Я не могу принять тех условий, которые считает необходимыми зафиксировать Дональд Трамп, поэтому я ухожу. Чтобы это все не подписывать и не принимать. И уйти. Работает дальше спикер, новый спикер, который становится исполняющим обязанности, и дальше все происходит нормально в плане транзита. Центром власти становится реорганизованное правительство, и правительство рулит уже вот поддержанием лодкой, которую нужно поддерживать на плаву в транзитный период. И, конечно, может быть какой-то и там Совет мира, в котором символическим председателем побудет Дональд Трамп, но наверняка Совет мира нужно будет согласовывать. Ну, смотрите, тут же какой момент в этом вашем сценарии, который вы прорисовываете для Зеленского. Вы, кстати, не оригинальны. Многие говорят о том, что Зеленский там чуть ли не в новогоднюю ночь, это последний. Хороший сценарий всегда носится в воздухе. Да, последний этот его Новый год, новогоднее обращение, выйдет на Новый год и попрощается, скажет, уйдет, короче, непокоренным, не сломленным вот этим, да, лидером, воином и так далее. Уйдет на договорных условиях, потому что позже будут условия недоговорные, его будут выпихивать под зад. А сейчас на договорных условиях. Смотрите, тут же какой момент. Если там поражение, как вы говорите, управляемое, ситуация в стране может стать неуправляемой, если Зеленский развернется и уйдет, понимаете? Это тоже есть определенные риски и опасность. Правительство, Совет мира. Ну, то есть, вот этот фактор. Плюс ему самому никто не может дать гарантий, что что он лично будет в безопасности. Потому что, если, например, можно от Путина это в ходе телефонного разговора с Трампом, они же, видите, вдвоем не хотят говорить. Там всплыло буквально на утро после этой встречи о том, что может состояться разговор Зеленского и Путина, сенсация, по мотивам пресс-конференции. А потом в офисе президента Зеленского сказали, да не, войны по телефону не заканчиваются, поэтому, собственно, нет. Такой какой-то такой детский ответ, знаете, как в детском саду. Не в этом суть. Суть в том, что он многих людей обидел внутри Украины, да, за ее вытолкнул. То есть многие ресурсно обеспеченные, достаточно зубастые, да, олигархи, какие-то, скажем так, разного рода люди, обижены Зеленским как внутри, так и за пределами страны. И повод же очень замечательный. Условно, что-то провернуть, а потом сказать, так это Россия.
Ну, образно, да, это же Россия, враг это Россия. И у нас это как бы всегда витает в воздухе. Поэтому терять позицию президента, это означает или, ну, месть, или уголовное преследование, ну, или какие-то, скажем так, другие проблемы, связанные вообще с будущим. Ваш вопрос понятен. Ответ на него одно слово – эвакуация. Эвакуация должна быть обеспечена Соединенными Штатами вместе с британцами. Конечно, в тот момент, как только он произнесет, что я ухожу, я складываю власть и так далее, уже выйдя даже из студии, сказав все это, он уже начинает быть в опасности. Потому что уже и машина не совсем его, и самолет уже не его, и охрана не совсем его, и все остальное. То есть с этого момента, да, должен работать режим эвакуации. Американцы знают, как это делается, британцы знают, как это делается. Все это технически вполне осуществимо. И, конечно, он должен, он или кто-то от его имени должен это все обговорить. Не проблема абсолютно. Проблема в другом. Проблема сейчас в том, чтобы вот это главное достижение российское, этот многосторонний диалог с другими великими державами, особенно между Россией и Соединенными Штатами, чтобы он не сорвался, чтобы Дональда куда-то не понесло в сторону. Вот вроде бы держится. Вот вроде бы, судя по этому эпизоду, когда его не сбили с толку этими 20, как я говорю, клюшками для гольфа, 20 клюшек для гольфа Зеленский привез с собой и пытался с их помощью Дональда в лунку загнать поглубже. Вот, коль скоро он здесь выдержал эту психологическую атаку, и даже две потом еще видеосессии с европейцами, которые мощным хором включались на стороне Зеленского и 20 пунктов, если он это выдержал, ну, значит, может быть, он линию-то сохранит. Вот сейчас важно, чтобы ему это удалось. Это главный источник беспокойства. Что любопытно, Трамп хочет явно поработать и над экономической стороной вот этого украинского урегулирования. Он уже там упоминал, как выясняется, значит, Запорожскую атомную электростанцию, которая там крупнейшая в Европе, одна из крупнейших в мире, 6 блоков, близко там к 6 тысячам мегаватт совокупной установленной мощности. Если даже, как я написал у себя в телеграм-канале, хотя бы 2 или 3 блока из 6, как хочет Трамп, выделить для майнинга криптовалют, а он страшно увлечен сейчас этой темой, то это будет крупнейший в мире центр по майнингу криптовалют, причем самым большим объемом производства и самой низкой себестоимости, потому что там стоимость электроэнергии главная в издержках. Поэтому, да, это возможность вот стать таким мировым центром оборота криптовалют, соответствующую глобальную биржу организовать. Ведь мало только производить эту криптовалюту, надо еще вводить ее в оборот, надо еще иметь биржи соответствующие, в которыми сейчас американцы занимаются. Чувствую, что Дональд очень болеет этой темой. Ну и знаменитая его тема с редкоземельными элементами, обсуждалась она с американцами, есть у них интерес. Есть замечательное месторождение в Мурманской области, уже обустроенное, то есть не с нуля начинать, уже работающее, хотя и в небольших масштабах. И рядом тоже атомная электростанция там в Мурманской области, то есть энергозатраты решаются. И там 4 редкоземельных элемента, блестящих совершенно, которые можно добывать хоть завтра, уже объединяя усилия и капиталы, и, соответственно, договариваясь об условиях. Ну и, конечно, еще одно уникальнейшее месторождение в Якутии, которое является крупнейшим в мире по разведанным запасам, уникальным по составу и в очень высокой концентрации в руде этих самых элементов. Там проблема-то в чем? Почему они редкоземельные, предельно малые концентрации в руде? Там очень высокий уровень концентрации, и запасы только сейчас оценены на 200 лет вперед возможной какой-то добычи, технологически доступной добычи. Вот всем этим можно заниматься. У России выбор
с кем работать по этому месторождению? С Китаем, который уже монополист по переработке редкоземельных элементов, или с Соединенными Штатами. Это тоже дополнительный рычаг давления. В общем, Дональд явно хочет завязать с боевыми действиями и заняться явно тем, что больше ему импонирует, то есть бизнесом, сделками, и дорога к этому ведет. Дорога к этому есть. Самое главное, надо все-таки, чтобы вот этот перелом наступил, надо понять психологически, продолжать войну гораздо легче, чем ее прекращать. Вот война – это уже дурная инерция, это уже поток, это уже куча зависимостей, в которые ты погружен и связан по рукам и ногам. И попытаться вдруг из этого потока вырваться и сказать «нет-нет, люди, остановитесь, мы разворачиваем в другую сторону», невероятно сложно. Вот здесь роль Трампа, как того, кто развернет поток, очень велика. И я приветствую его желание приехать в решающий момент, так как он любит, повернуть ход истории, выступив в Верховной Раде и поставив вот этот самый акт о реконструкции. Реконструкция, кстати, это из американской истории термин. Они после гражданской войны в Штатах там 10 лет вели, больше 10 лет реконструкцию вели целой страны. Вот, значит, акт о реконструкции государственности украинской предложить проголосовать в Верховной Раде. Проголосуют как голубчики. Ну, смотрите, мы понимаем, что это все достаточно такие длинные сроки, и люди, которые абсолютно циничным анализом занимаются, я, кстати, несколько понимаю логику этого процесса, хоть ее там сердцем не приемлю. Понятное дело, что я за то, чтобы война закончилась, а с условиями мы там разберемся. Ну, то есть время все расставит на свои места. Это лучший учитель. И я уже говорил о том, что первое, что будет, это все сразу начнут торговать. Россия, Украина. Сейчас торгуют через третьи страны. Там Учитель хороший, но не бесплатный. Прошла какая-то вообще информация такая дикая. Ну, опять, все и ПСО, всему нельзя верить. Но я почему-то верю, что там 3 компании, которые в Украине, они вообще комплектующие к дронам поставляют, российским гераням. Новость сенсационная. Ну, почему? Потому что они производят, отправляют в Европу, с Европы там через третьи руки, все как положено, ну и какие-то вот такие... Понимаете, до какой степени абсурда дошло это все, как это, противостояние не на жизнь, а на смерть? Потому что это день... даже не абсурд, это фантасмагория. Вот Ну, то есть... наименование для этого процесса. А как вам понравился вот эта картинка, значит, Буковель украинский, открытие горнолыжного сезона, огромные очереди, не в военкомат воюющей страны очередь, а на подъемники горнолыжные, да. То есть можно поехать покататься на лыжах на выходные, потом вернуться в окопы, пострелять, повоевать, а потом опять поехать покататься. Вот это фантасмагория абсолютная. Давайте, ребята, с этим заканчивать. Слушайте, ну нельзя так дальше. Так вот, С ума же все сойдем в итоге. Уже сходят с ума. Понимаете? И возникает, наверное, главный вопрос, сколько это все будет продолжаться. У Зеленского, как циничные комментаторы это заявляют, на самом деле победа. Он затянул процесс. Ну, то есть, вот эти пустопорожние пресс-конференции вчерашние, там, ни о чем, нам свидетельствуют, ну, о том, что ему удалось немножко продлить это время. Сейчас уже все говорят к весне, потом говорят, ну, максимум к осени, то есть ровно на те сроки, на которые еще там месяц-два назад вот это вот все расклады давали. Как вы думаете, 26-й год – это год мира между Россией и Украиной или горячего, жаркого довоевывания? Значит, есть все основания, абсолютно все, для того, чтобы он стал годом мира. Есть объективные условия экономического, там, финансового, военно-технического свойства. Есть условия, связанные с ситуацией на фронте, на фронтах. Ну и даже вот геополитическая ситуация с учетом последнего поведения Дональда Трампа, с учетом этих его марафонов дипломатических, которые, в принципе, в правильном направлении идут, как Путин сказал, есть
умные люди даже, нет, не даже сказал в Европе, но, в общем, есть на Западе умные люди, с которыми можно работать. Так вот, все три базовых условия налицо к тому, чтобы выйти из войны и стать на дорогу к миру. Понятно, что дорога будет достаточно долгой, понятно, что поэтапно придется все эти последствия расхлебывать и преодолевать, но решительный разворот, выйти из болота, встать на твердую почву и идти к миру, да, возможен. Но всегда есть черный сценарий. Потому что человек такое существо, что даже самые благоприятные уже сложившиеся условия может поломать и испортить. Из одной только вот человеческой подлости и из безумия, я почти Достоевского цитирую, он на эту тему блестящий пассаж в дневнике писателя написал, что создай ты человеку самые благоприятные условия, дай ему такую жизнь, вот, чтобы ему только осталось погрузиться в глубину благоденствия и пузыри пускать. Так он, человек, и в этой ситуации найдет способ все испоганить, разрушить, только для того, чтобы показать, что вот он сам по себе решает, он вот такое существо со своими представлениями о том, как правильно. Прошу прощения за вольную очень цитату, но оно подходит удивительно к этому предстоящему нам году. Все условия сложились. Ребята, давайте используем их, наконец. Развернем ситуацию к миру. Я в одном убежден. Владимир Зеленский – препятствие, не помощник. У него последний шанс на договорное завершение его политической карьеры. Вот какие только аргументы есть, надо их использовать. Какие только мотивации могут быть применены, надо использовать. Пусть сложит полномочия, уходит, и тогда других более серьезных препятствий я не вижу. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. И с наступающим. Мира и благополучия. С Новым годом, с новым мирным, как я верю, годом. Берегите себя, всем добра и света. Увидимся.